В этом уроке мы создадим вот такую композицию при помощи расширения RTFX Generator. И прежде чем добавлять все вот эти эффекты огня, молний и дыма, нам потребуется поработать с самим исходным видео. И давайте перейдем в композицию, где этот отрезок видео уже заготовлен. Вот так он выглядит в необработанном видео. И прежде всего нам нужно вырезать контур вот этого бойца. И для этого мы будем использовать инструмент RotoBrush. Давайте выделим слой и возьмем инструмент RotoBrush. Но, как вы видите, в окне Composition мы не можем ничего делать. А чтобы начать вырезать, нам нужно убедиться, что выбран инструмент этот, и кликнуть дважды по вот этому слою. И теперь мы переходим в окно слоя. И здесь, как вы видите, курсор сменился на вот такой кружок, и мы можем выделять контур, который нам нужен. Вот так легко это делается. Надо поставить, правда, на первый кадр для начала и аккуратненько вырезать. Если вырезалось что-то лишнее, зажимаем Alt и с зажатым альтом выделяем лишнюю вот эту область. Как мы видим, она убирается. Вот так выделяем лишнюю область. Стараемся делать как можно аккуратнее. Можем проверить, как это выглядит в композиции. И снова перейдем во вкладку Layer. Этот контур автоматически просчитывается на несколько кадров вперед, но все равно нужно проверять, чтобы не было вот таких косяков потом. Если что-то неровно, то поправляем. Снова все подравниваем. И убираем лишнее, если где-то что-то лишнее захватилось. И что стоит учитывать при выделении контура? Если вы сдвинетесь назад и измените что-то здесь, то эти изменения применятся и на последующие кадры, и последующие кадры просчитаются заново. Так что лучше не возвращаться назад и ничего не редактировать, а сразу исправлять и двигаться вперед. Так что просто поправляем, переходим на кадр вперед, проверяем, как выглядит. Если все нормально, двигаемся на следующий кадр. Смотрим, ровно ли лежит этот контур. Процесс вырезания этого контура довольно долгий, поэтому я вырежу этот момент и вернусь уже с готовым вырезанным видео. И вот видео вырезано и отрендерено, чтобы не нагружать эффектом RotoBrush и без того тяжелую композицию. Отрендерено видео в формате MOV с сохранением альфа-канала. Как мы видим, фон прозрачный полностью. Теперь давайте займемся вот этим видео, которое лежит на фоне. На нем ничего не вырезано, все осталось как есть. И давайте подкорректируем его цвета при помощи эффекта Curves. Сделаем это видео чуточку темнее. И также немного увеличим резкость при помощи эффекта Sharpen. Sharpen Amount увеличим до 5 примерно. И теперь нам нужно при помощи маски вырезать вот этого человека на переднем плане, чтобы он не отвлекал внимание.
Давайте выделим вот этот слой и выберем инструмент Pen Tool. И маской как-нибудь аккуратно обрисуем его. Можно даже не особо точно вырезать, потому что все равно потом все это будем затемнять. Давайте откроем настройки маски и поставим режим Subtract. И немного изменим форму маски. Теперь давайте продублируем этот слой. Удалим с него маску. И нарисуем новую. Теперь нам нужно вырезать кусок вот этой сетки, который мы продублируем и вставим сюда. Закроем голову вот этого человека. И рисуем маску какой-нибудь вот такой формы. И теперь этот слой отодвигаем влево. И подгоняем как-нибудь вот так, чтобы сетка была ровная. Теперь давайте посмотрим, что получилось. Как мы видим, голову немного видно. Отодвинем. Примерно вот так. И снова сдвинем этот слой. Теперь давайте продублируем слой с этой маской. И сдвинем правее. Вот таким образом. То есть двумя масками перекроем голову. Давайте посмотрим, как выглядит. В принципе, выглядит неплохо. Учитывая, что мы вот это вот все затемним, руки видно почти не будет. А также при помощи маски нужно убрать вот эту лишнюю деталь, попавшую в кадр. Для этого давайте снова продублируем слой. Удалим с него эту маску. Поместим слой куда-нибудь повыше. И давайте нарисуем маску где-нибудь вот здесь. На том месте, откуда мы будем брать изображение. И этот слой разместим вот здесь, пониже. Давайте посмотрим, как это выглядит. В принципе, выглядит неплохо. Давайте немного изменим форму вот этой маски, чтобы не было здесь такой большой дырки. Как-нибудь вот так настроим. Теперь давайте создадим сплошной черный слой. И нарисуем на нем маску овальную. Примерно вот такую какую-нибудь. Можно ее немного подредактировать. И откроем настройки маски. Увеличим Mask Feather и изменим режим наложения на Subtract. Давайте переместим эту маску чуть повыше, чтобы перекрыть все вот эти вот дырки, которые не очень аккуратно смотрятся. И давайте теперь еще немного увеличим Mask Feather. Этот черный слой мы расположим под слоем с вырезанным бойцом.
То есть вот так будет располагаться. Видимость вот этого верхнего слоя пока что отключим. И давайте добавим некоторые элементы из расширения. Откроем вкладку Elements и перейдем к категории Fire. И нам нужен вот этот элемент. Давайте его вставим в композицию. Передвинем этот слой на 5-й кадр. И нам нужен только вот этот момент. Откроем ключевые кадры. Поставим первый ключевой кадр здесь. А второй на вот этом моменте. И последний ключевой кадр тоже удалим. И для вот этих ключевых кадров давайте напишем выражение, чтобы зациклить анимацию. Loopout и пустые скобки. Давайте расположим этот элемент где-нибудь вот здесь и изменим его масштаб. Сделаем его пошире. И будет он располагаться где-то здесь. Можно изменить высоту еще. И можем увеличить еще немного по ширине. И еще немного подредактируем его при помощи эффекта Corner Pin, чтобы немного изменить его перспективу. И изменим положение нижних точек. То есть сделаем его вот такой формы. Верхние тоже можем немного растянуть. Теперь давайте заново изменим расположение. И снова настроим масштаб. Теперь давайте на этот слой добавим эффект Tint, чтобы изменить цвета. И давайте нажмем кнопку Swap Colors. Теперь можем сделать еще немного темнее. Оставим настройки вот примерно такими. И давайте немного еще сдвинем вниз. И отодвинем чуть-чуть правее. Как мы видим, слишком высоко поднимается вот здесь. И поэтому масштаб нужно еще немного уменьшить и расположить пониже. Смотрим снова. И теперь давайте добавим еще сюда Directional Blur. То есть блюр, у которого мы можем контролировать направление. Направление оставляем вот таким, то есть размытие будет направлено наверх. И увеличиваем блюр примерно до 50. Смотрим теперь. Теперь давайте продублируем этот слой и расположим этот дубликат рядом. И немного его повернем. И немного изменим положение. Corner Pin можно тоже, кстати, немного изменить. Сдвинуть вот эту линию сюда, например. А эту сюда. Теперь снова меняем расположение самого слоя. И смотрим результат.
Выглядит неплохо. Но давайте их немного рассинхронизируем. Допустим, сдвинем вот этот слой немного вперед. И обрежем его вот здесь, чтобы он начинался с другого момента. Можно даже на 2 кадра обрезать. Посмотрим, что получится. Да, так смотрится поинтереснее. Теперь сюда давайте добавим элемент из категории Smoke. Переходим в Elements, Smoke. Вот этот нам подойдет. Давайте передвинем его также на 5-й кадр. И растянем до конца композиции. И как мы видим, вот эти 2 дыма располагаются довольно далеко друг от друга в нашем случае. Поэтому давайте увеличим масштаб этого слоя. И расположим вот таким образом. И теперь нужно вернуть еще 2-й дым, поэтому давайте продублируем слой. И расположим таким образом, чтобы было видно вот этот дым справа, но не было видно левого. То есть вот таким образом располагаем. Можно даже немного подвинуть. Вот так. И левый можем еще немного увеличить по высоте, чтобы он располагался вот так. Правый тоже давайте немного увеличим по высоте и по ширине. И сдвинем его еще правее. Смотрим теперь. Вот этот все-таки слишком далеко отодвинули. Давайте чуть поближе. И 2 этим слоям также добавим Directional Blur. И направление блюра смотрим по тому, как располагается слой. То есть вот этот левый летит вот сюда, под углом влево. Примерно под углом 45 градусов, поэтому давайте угол так и настроим. И увеличим значение блюра примерно до 35. И также блюр добавим и на 2-й слой. У него уже будет угол 45 градусов, но уже в другую сторону. Также повышаем значение блюра до 35 и давайте посмотрим, что получилось. Выглядит вполне неплохо. Теперь давайте добавим такое свечение где-нибудь рядом с вот этим бойцом. Для этого нам потребуется снова сплошной слой. Давайте его продублируем. Расположим наверху. И, кстати, слой с вырезанным человеком тоже перенесем наверх. То есть вот этот слой. У Solid давайте удалим маску и нарисуем новую. Нарисуем ее примерно вот здесь. Давайте перетащим чуть повыше. И на черный сплошной слой добавим эффект Fill. И изменим цвет заливки на синий. Теперь переходим снова к настройкам маски. Выделяем слой и дважды нажимаем M на клавиатуре. И открываются все настройки маски. И увеличиваем Mask Feather.
Вот так будет достаточно, я думаю. И у этого слоя режим наложения давайте изменим, сделаем его Add. Немного раздвинем саму маску. Вот таким образом. И можно сделать цвет немного посветлее. И теперь давайте добавим сюда что-нибудь такое, типа какого-то энергетического луча. Для этого снова идем в расширение и открываем категорию Energy. Вот этот элемент нам подойдет. Energy 0.73. Нам нужно расположить его таким образом, чтобы, когда заканчивается анимация вот этого луча, появляется вот этот весь дым. Давайте, во-первых, немного ускорим эту анимацию. Для этого параметр Stretch настроим, сделаем его 50%. И теперь давайте на таймлайне правильно расположим этот слой. Примерно вот таким образом. Можем даже еще немного сдвинуть вот в эту сторону. И теперь давайте подгоним по размеру. Увеличиваем масштаб. И сделаем так, чтобы было видно вот это свечение. Можем даже еще правее сдвинуть. Посмотрим снова. И еще немного увеличим масштаб, примерно до 190. Теперь можно расположить повыше. Теперь давайте добавим частички, которые как бы после этого взрыва летят куда-нибудь наверх. Для этого находим категорию Sparks. И находим элемент Sparks 0.61. Давайте посмотрим, как выглядит это. Давайте сделаем, чтобы частички располагались примерно вот на такой же области, как изначально был луч, но уже после взрыва. Вот примерно вот в этом моменте, когда появляется вот эта вот линия. Расположим примерно вот тут и настроим масштаб. Масштаб мы настроим по горизонтали. Сожмем эти частички. Давайте расположим примерно вот здесь. Давайте посмотрим, как выглядит. И давайте немного растянем Stretch. Сделаем 120. И сдвинем немного вправо. Вот так смотрится неплохо. Осталось только у этих частичек изменить режим наложения на скрин. И давайте добавим еще немного дыма. Снова переходим в категорию Smoke. И добавим два вот этих элемента. Smoke 0.34 и Smoke 0.36. Во-первых, их надо немного перекрасить при помощи эффекта Fill. Сделаем их такого темно-серого цвета. Копируем этот эффект и вставляем на второй слой. Теперь давайте правильно расположим эти элементы. Верхний пока отключим. Давайте настроим вот этот, который побольше.
Настроим его масштаб для начала. Будет он располагаться примерно вот здесь. Подвинем его чуть-чуть правее и чуть повыше. Оставим его вот в таком положении, разве что немного увеличим. И теперь включаем второй слой. Его мы тоже уменьшим. И расположим где-нибудь вот здесь. И можем сдвинуть его чуть подальше. Давайте посмотрим, как выглядит. В принципе, выглядит неплохо. Так и оставим. Разве что увеличим немного его масштаб. Вот этот слой перенесем на самый верх. И теперь вот этот слой нам и понадобится. Включаем его видимость. Теперь давайте на этот слой наложим эффект Curves. И будем анимировать кривые. Сразу ставим ключевой кадр. И в таком состоянии он остается примерно до вот этого момента. Здесь ставим ключевой кадр. Даже отодвинем его вот сюда, на 5-й кадр. И вот на этом моменте давайте изменим цвет. Сделаем этот слой полностью белым. Поднимем кривую RGB вот сюда, в левый верхний угол. Теперь это выглядит вот так. И продержится белым этот слой пусть примерно еще 2 кадра. Ставим ключ здесь. И на следующем кадре резко станет таким красным. Вот примерно такого цвета. Вот момент, когда становится он красным, совмещаем примерно с тем моментом, где появляется дым. И теперь давайте настроим кривую вот эту. Чтобы сделать это изображение немного желтее, убираем синий цвет. Смотрим, как выглядит теперь. В принципе, выглядит неплохо. Теперь давайте продублируем этот слой. Удалим с него эффект Curves и наложим на него просто Fill. И сделаем этот слой какого-нибудь вот такого цвета. И расположим под этим слоем. И теперь сместим немного этот слой куда-нибудь вот сюда. Наверх и можем чуть-чуть в сторону. Давайте посмотрим результат. И включим видимость вот этого слоя с заливкой. Примерно давайте вот здесь обрезаем слой. Можно даже вот здесь включить видимость. Теперь давайте снова продублируем вот этот слой. Расположим его пока что тут. Удалим Curves и снова наложим эффект Fill. Оставим красным и добавим эффект Glow. Добавим свечение. Увеличим Glow Radius и добавим эффект Simple Choker. Simple Choker добавим до эффекта Glow, чтобы немного уменьшить этот контур, чтобы было видно только свечение.
Simple Choker увеличим где-то до 2, будет достаточно. Glow оставим радиус 140. Теперь давайте поместим этот слой под все остальные слои, точнее под вот эти два слоя, и включим видимость примерно на вот этом моменте, как и тот слой с заливкой. Мы видим, этот слой довольно сильно сдвинут. Давайте его немного задвинем обратно. Смотрим, что получилось теперь. Давайте сдвинем начало этих слоев еще вот сюда, примерно на 10-й кадр. Смотрим теперь. В принципе, выглядит неплохо. Теперь давайте сделаем, чтобы глаза у него светились. И чтобы светились таким красным цветом. Для этого нам понадобится снова наш Solid. Мы с него удаляем маску и заливку. Режим наложения пока сделаем Normal. Отключим пока что видимость. И давайте глаза обрисуем маской. Теперь нужно заанимировать положение этого слоя, чтобы эти маски следовали за глазами. Теперь давайте на этот слой добавим эффект Fill. И изменим цвет заливки. И теперь давайте сюда добавим эффект Glow, чтобы глаза еще и светились. Давайте радиус немного уменьшим и увеличим интенсивность. Теперь продублируем эффект Glow. И увеличим радиус примерно до 50. Давайте откроем настройки маски, точнее обоих масок. И Mask Expansion сделаем примерно -3. То есть сделаем маску уже. Уменьшим ее на 3 пикселя. Можно даже и на 2. Слишком уж маленькие получились точки. И давайте поменяем режим наложения на скрин. Смотрим теперь. И можно поднастроить еще и форму этих масок. Сделать их более круглыми. Давайте посмотрим теперь. И у первого свечения давайте немного уменьшим параметр Glow Threshold. Как-нибудь вот так. Давайте поменяем цвет. Сделаем вот таким. Остановимся примерно на таком варианте. Значение Mask Expansion делаем 0. И цвет делаем чуть поярче. И давайте теперь добавим еще какой-нибудь элемент. Снова в расширение. И на этот раз выберем категорию Electricity.
Выберем вот этот Electricity 0.26. Расположим эти разряды, давайте примерно вот здесь. Начнется анимация отсюда. И закончится примерно в конце композиции. Теперь давайте правильно расположим этот слой. Где-нибудь вот здесь примерно. Давайте сдвинем еще правее. И немного влево еще. Теперь нам понадобится еще один Solid. Давайте этот переименуем, назовем его Ice. И продублируем его, поместим наверх. Удалим с него все маски. И заливку и свечение. Удалим с него все эффекты. И также настроим Position. Вернем его в середину. Назовем этот слой Particles. Сделаем частички, которые будут лететь наверх. Для этого переходим во вкладку Effects and Presets. И здесь нам нужен эффект Snowfall. Давайте настроим количество частиц. Сделаем 10 примерно. Теперь настроим размер этих частиц. Тоже увеличим до 10. Уменьшим глубину до 1000. И скорость сделаем 1100. Спред увеличим до 40. Чтобы было видно нашу композицию, уберем галочку Composite with Original. Теперь давайте добавим эффект Fill. Оставим его такого же красного цвета. Теперь давайте добавим сюда Simple Choker. Уменьшим значение ChokeMate примерно до минус 25. Продублируем этот слой. И теперь давайте увеличим значение ChokeMate примерно до 13. Тем самым мы меняем форму этих частиц при помощи двух эффектов Simple Choker. Давайте посмотрим, как выглядит без них. Просто вот такие палочки, а с двумя этими эффектами выглядит уже поинтереснее. И еще сюда добавим эффект Glow, чтобы частички светились, чтобы они были как бы такие искры, которые летят наверх. Давайте добавим Glow. И увеличим Glow Radius примерно до 20. И значение параметра Wind сделаем минус 200. Посмотрим теперь. Теперь как бы ветром уносят эти частички в сторону. И частицы у нас должны падать не вниз, а наоборот подниматься наверх. Поэтому давайте повернем этот слой, изменим у него Rotation и сделаем минус 180. Ну или просто 180, неважно. В любом случае он перевернется. Теперь давайте продублируем этот слой. Изменим Random Seed у эффекта Snowfall, чтобы по-другому располагались частички. И изменим цвет. Сделаем его таким желтым, даже таким оранжевым. И как мы видим, слишком много частичек тут. Давайте немного уменьшим это значение. Пусть будет не 10, а 7, допустим. У красного и у желтого слоя тоже сменим значение на 7. И теперь нам надо добавить еще один эффект дыма, но уже на переднем плане.
Давайте продублируем вот этот слой, который мы вначале делали, и расположим его спереди. Уменьшим его масштаб. Расположим ниже и немного повернем. И настройки параметра Tint тоже немного изменим. Изменим его цвет. Сделаем намного темнее. Теперь давайте еще поднастроим масштаб. Сделаем его чуть побольше и еще ниже опустим. Давайте посмотрим на результат. Мы видим, что можно немного приподнять. И нужно уменьшить параметр Directional Blur. Уменьшим примерно до 20. Теперь давайте продублируем тот второй слой. И расположим его рядом. Также уменьшим его масштаб. И немного повернем. А эффект Tint давайте скопируем с вот этого слоя и вставим сюда. Посмотрим, как выглядит. Directional Blur нужно уменьшить до 20. Добавим в эту композицию еще огонь. Этот Fire 004 подойдет. Начнется он вот с этого момента. И давайте расположим его. Посмотрим, что получилось. В принципе, нормально. Так и оставим. И добавим поверх еще один элемент с огнем. Вот этот нам подойдет. Fire 084. Добавим его на этот же момент на таймлайне. И тоже давайте расположим в нужном месте. Где-нибудь вот здесь. И давайте этот элемент подгоним по размерам. Открываем Scale. Давайте растянем. И давайте теперь обрисуем маской, чтобы было видно лицо. И изменим режим наложения маски на Subtract. Теперь давайте откроем все настройки маски. И увеличим Mask Feather. Посмотрим результат снова.
Вот так выглядит уже поприкольнее. И давайте режим наложения самого этого слоя тоже сменим на скрин. Посмотрим, как выглядит. Выглядит вполне неплохо. Теперь давайте создадим Adjustment Layer. И добавим на него эффект Invert. И давайте сделаем так, чтобы этот слой был виден только всего лишь пару кадров. Перед самым взрывом. Вот до сюда давайте растянем. Можно даже чуть поменьше сделать. Раз, два. Получается, будет видно раз и два. Два кадра. Ну, можно, в принципе, растянуть и до 3. И теперь давайте продублируем Adjustment Layer. И на этом уже не будет эффекта Invert. Его мы растянем на всю длину. И наложим эффект Directional Blur. Направление оставим вот таким же, 0 градусов. И увеличим где-то до 10. Теперь давайте создадим еще один Adjustment Layer. С него уже удалим Directional Blur. И при помощи этого Adjustment Layer мы сделаем тряску камеры. Давайте добавим сюда эффект Transform. И также сразу добавим эффект Slider. Давайте напишем выражение для Position, эффект Transform. Напишем Wiggle. И давайте продублируем слайдер. И сразу настроим слайдеры, точнее переименуем их. Первый будет называться Frequency, то есть частота, а второй амплитуда. И теперь давайте дополним выражение. Wiggle, и в скобках на первом месте будет частота. Ставим запятую. И на втором будет амплитуда. И теперь мы можем анимировать тряску этого видео. На нулевом кадре все будет по нулям. И частота, и амплитуда. Перейдем на, допустим, 5-й кадр. Тут частота станет уже 10, а амплитуда 20. Давайте посмотрим. Вот такая тряска получилась. Вот в таком виде, пожалуй, и оставим тряску. И теперь последняя деталь. Нужно добавить еще огня. Давайте снова откроем расширение и перейдем во вкладку Transitions. И выберем категорию Fire. И давайте добавим вот такой вертикальный переход. И расположим этот переход примерно вот здесь, чтобы он начинался с 4-го кадра. И давайте посмотрим, что получилось. И получилось вполне неплохо. Вот такую прикольную коротенькую композицию мы сделали при помощи расширения RTFX Generator. При помощи RTFX Generator можно создать еще много подобных видео. Тут есть эффекты для самых различных ситуаций.
А самое главное, вы это очень легко можете добавить в ваш проект. А также каждый эффект имеет множество настроек для кастомизации. И на этом у меня все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. До встречи в следующих видео. Wow, that looks awesome.